Asus ROG Strix или ROG Strix, как его называют, да, и если я могу сказать, что Asus ROG Strix это всегда там какие-то топовые решения или дорогие решения, то нет. Asus в 2025 году, боже, 2005 год, в 2025 году смогла сделать то, чего не делала давно. То есть раньше, если такие какие-то базовые игровые решения были в серии TUF, то здесь сейчас Asus ROG, и мы имеем конкретно бюджетные, вот знаете, это самый бюджетный Asus ROG Strix на процессоре Intel Core i5. 13-го поколения с видеокартой 5050, да, которая RTX, конечно же с DLSS, и при этом еще они в этот ценник, какой ценник мы с вами посмотрим позже, да вообще ссылки в описании под видео, они смогли запихнуть вот максимально много. 165-герцовый экран Full HD+, там 1920 на 1200, да, то есть с G-Sync, с Dolby Vision, хороший, яркий. У него есть Thunderbolt 4, смотрите, сколько у него портов, смотрите, у него есть LAN RJ45 на 1000 мегабит, у него есть HDMI 2.1, у него есть USB Type-A 3.2, при этом у него есть Type-C с Thunderbolt 4 с DisplayPort, еще с поддержкой тоже G-Sync, но это у нас питание, разъем, смотрите. У нас есть еще два Type-A USB 3.2 Gen 2 с другой стороны. У нас есть, конечно же, фирменная подсветочка, вот эта вот аура, которая красивая, при этом ее можно менять, все, что хотите делать, да, с подсветкой это действительно очень красиво. И все это действительно в очень ультрабюджетном для игрового ноутбука варианте. Смотри, у него даже, вот смотри, какие есть Numlock, да, вот этот вот, который тачпад, во-первых, тачпад большой, да, такая прям, вот еще и Numlock здесь есть встроенный тач такой прикольный с энтером и еще бэкспейсом, то есть классно сделали. И настолько интересный ноутбук получился, что за такую цену его смогут себе позволить действительно многие. Учитывая еще и, знаете что, вот программа лояльности ROG Elite, вы знаете про программу лояльности? Нет. А вот я вам сегодня расскажу в нашем обзоре, когда мы уже перейдем, будем играть, я вам расскажу, что такое программа лояльности ROG Elite или ROG Elite, кто как называет, где можно выполнять задания, получать баллы, да, и обменивать их потом на какие-то призы. Это очень интересно. В общем-то, там сами почитайте, ссылку в описании под видео закину. Во что поиграем? Ну, поиграть можно, я играю в основные игры, да, там я играю в свой любимый PUBG, играю в Stalker 2, Doom Dark Ages, и, конечно, я думаю, что мы еще Cyberpunk потестируем. Но это еще не все прелести этого ноутбука. Кстати, очень хорошо, что он пластиковый, они сделали его пластиковым, у меня с металлом не любовь. 280 ватт у нас блок питания, смотрите, 20 вольт, 14 ампер, хорош. У него, кстати, Type-C еще и Power Delivery поддерживает, то есть быстрая зарядка. Это вот, кстати, клавиатурная подложка, мне так, чтобы не царапать. Дело в том, что Asus сделали, ну это уже не первый ноутбук, который с такими вот технологиями, да, которые мне нравятся. Легкая замена, легкий апгрейд и легкая замена, смотрите. То есть вам не нужно морочиться, чтобы апгрейднуть ваш ноутбук. Да, в базовой версии здесь стоит 512 M2 NVMe SSD, но PCI Express 4, NVMe Express 2, то есть это нормально, это классно. Трехфановая система охлаждения, при этом она многоуровневая. И вы можете сюда еще поставить дополнительный M2 NVMe SSD. То есть, ребят, что еще вам нужно? Это вот, кстати, основные признаки игрового ноутбука. Я там дальше еще расскажу. Да, это многоуровневая система охлаждения, трехфановая, которая не позволяет перегреваться. Потому что на простом ноутбуке с простыми видеокартами, да, там, ну не простыми, даже если возьмете простой, не игровой ноутбук с видеокартой, даже там 50-60, которую можно использовать там для работы, для рендеринга, для, допустим, работы с 3D-объектами, что здесь тоже можно делать абсолютно без проблем. Adobe Premiere, там какие-то эти, работайте в фотошопе, там, искусственный интеллект, работай не хочу. Здесь конкретно вот эта система охлаждения, она рассчитана на долгую работу в играх, а в простых ноутбуках вы поиграете там час-два, и там уже все, начнутся совсем другие проблемы. Поэтому Easy Upgrade это на Easy действительно. Кстати, хочу сразу предупредить для тех, кто апгрейдит ноутбук, да, таким образом, после вот такой сборки необходимо его заводить через блок питания, иначе не заведется, защита включается. Короче, что мы сейчас делаем? Мы сейчас идем его
Включаем с вами и потестируем, а потом вернемся и сделаем выводы. На канале Технозон. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылки в описании под видео. Поехали. Rockstrix. Обожаю Rockstrix. Давайте сразу очень быстренько посмотрим по процессу, конкретно вот этой вот ультрабюджетной модели. Давайте, и мы видим, что это NVIDIA, мы не по процессу сначала, а по видеокарте. NVIDIA GeForce RTX 5050, конечно же, лэптоп GPU версия на GB207 GPU. У него 128 бит шина, 8 гигов GDDR7 Samsung, ну и в принципе тут абсолютно все понятно. Как в принципе и с процессом. Intel Core i5 13450HX, Raptor Lake, у нас тут кэш третьего уровня 20 мегабайт, и это у нас 6 производительных, 4 эффективных ядра, 16 потоков. Интересно. Сейчас посмотрим у нас, ну, материнка, все понятно. Это, кстати, модель G615JH. Память DDR5 16 гигабайт, 2 канала по 64 бита, либо 4 по 32, там с субканалами там поиграться на DDR5 можно. Кстати, на 2 слота, да, двухканальная, то есть нормально. Теперь по бенчмарку давайте посмотрим, что этот процессор может. Хочется с чем-то сравнить, но надо же сравнивать у нас что-то совместимое. Ну, вот Intel Core i5 14600 на 14 ядер 20 потоков, здесь изначально меньше. С чем его сравнивать тогда? Вот приблизительно Intel Core i9 10900, 10 ядер 20 потоков. В принципе, он даже в однопоточном будет похуже, в многопоточном чуть-чуть получше. Вот, в принципе, с ними можно сравнивать. Да, тут в принципе с этой серией можно сравнить, потому что с Core i5 14 поколения там ничего не насравниваешь. Intel Core Ultra 7 побыстрее будет, поэтому равняемся на эти показатели. У нас здесь стоит диск Western Digital, это NVMe Express 2.0 на 512 гигов. Да, для бюджеточки, конечно же, маловато, имеется в виду для полноценного игрового компа, конечно же, многовато, вернее, маловато, но мы должны с вами понимать, что у нас это все-таки ультрабюджетный. Если брать там скорости чтения записи, я тестировал уже на полностью заполненном диске 6274 на чтение, 4 на запись. Здесь уже не смотрим, потому что для очень полного диска это не актуальные данные, чтобы вы понимали. Поэтому мы ориентируемся на верхнюю строку. Тут как бы вообще вопросов нет. Хороший диск и можно добавить. Есть второй слот, легко открывается на легкий апгрейд. И, кстати, вот мы с вами уже смотрели, как его можно открыть. По 3D Mark. Time Extreme у нас показал 9927 баллов в графике, в процессоре 12759, конечно же это 50-50. Если брать расчетных, то Battlefield 5, ну давайте мы брать 1080p Ultra, потому что мы берем под разрешение экрана, это все-таки Full HD+ экран, да, и у нас будет 180 FPS+, Apex у нас будет 140+, ну по сути на максимуме на каком-то 175 GTA 5, RDR у нас будет 110 плюс и Fortnite 165 плюс. Слушайте, а в 2К ультра, ну давайте посмотрим. В 2К Fortnite 35 плюс, Battlefield 95 плюс, Apex 125, GTA 5 65. Ну нет, это вот Full HD решение, в принципе, под экран самого ноутбука. Неплохие показатели, я вам скажу, для такой конфигурации. Давайте посмотрим, я делал еще тест на Speedway, да, у нас 2454 балла. В принципе, на протяжении всего теста мы имели нагрев GPU 74 максимальных градуса. И по процессору, все-таки процессор это не самый мощный процессор, поэтому по нагреву он и вообще как бы и не критичный. 63 градуса максимально, что мы видели. Достигал он частот максимально, ну при 100% нагрузке на GPU в пике 2775, да, там где-то было 2775, ну, в принципе, ничего так. Проц у нас 100% не загружался, поэтому оценить частотность будет достаточно тяжело. А ну, подожди, давайте в TimeSpy загрузим. Во, здесь уже получше. Ну, пишет 4389, но все мы понимаем, что это базовые частоты.
И тут у нас, конечно же, чуть другая ситуация. Нет, надо отслеживать во время игры. Конечно, MSI Afterburner будет работать. Но максимальная температура 80 градусов у нас тут простреливала. Что мы здесь будем делать? Оценивать мультимедийные свойства абсолютно не стоит. Да, SSD-шник маленький, 500 гиговый, у меня туда влезло, вот откровенно говоря, из того, что я для себя ставил, это 4 игры. Да, PUBG, Cyberpunk, я поставил еще Stalker 2 и поставил еще Doom новый. Хочется отметить Armoury Crate, это фирменная оболочка для управления ноутбуками. Здесь у нас возможно полное управление, да, там есть, можно включить режим турбо, продуктивный, вручную тихий, управление виндой. Потом у нас есть управление Aura Sync. В данном случае у нас именно совместимые с Aura Sync, это конкретно сам по себе ноутбук и обои. Обои отдельно можно ставить. Есть эффекты Game Visual, в принципе для экрана очень хорошо. И тут мы видим сразу же присоединиться к Elite. ROG Elite программа у нас наград. Давайте я сейчас это сверну и покажу вам кое-что другое. Та-дам! Вот, пожалуйста. Программа лояльности ROG Elite. Это, кстати, программа именно для почитателей Republic of Gamers. Можно зарегистрироваться, выполнять задания, регистрировать продукцию и, конечно же, накапливать баллы. То есть здесь вот есть разные задания именно от Republic of Gamers. И самое интересное, их потом можно будет менять на различные призы. Да? То есть там худи я вижу, ой, игра. Потом, что у нас тут еще? А ну-ка, сумка, мешок, футболка оверсайз, на меня будет маленькая. Чашка ROG, а у меня такая есть. Ха-ха-ха. Чашка ROG, бутылочка Asus ROG, Роджи, ну как обычно говорят. Купон на 2000 гривен, анимированные обои. Слушайте, а вообще прикольно, вообще программа лояльности прикольная. Ну и раз уж мы здесь, давайте посмотрим на сам по себе ноутбук. Вся вот эта серия ROG Strix, то, что у нас здесь, конечно, всю серию они показывают максимально, это, конечно, Intel Core Ultra 9, 275HX и максимально до 5080 RTX. Да? Тут очень много всего рассказывать. Меня вот интересует из этого всего вот это вот очень быстрое доставание, очень быстрый апгрейд, классная тема. Теперь ROG Intelligent Cooling, действительно, они апгрейднули систему вот это вот Trifan с испарительной камерой, многоуровневый, ну, обещают до 15 градусов меньше нагрева, чем, допустим, со старыми. Но тут же стоит тоже учитывать, что процы прирастают. По дисплеям до 240 Гц, ну здесь у нас чуть другой дисплей. А вообще давайте мы пойдем с вами и посмотрим на характеристики конкретно нашей модели. G15 на 5050 на Intel Core i5. Вот он, самый-самый первый. Кстати, ссылки я в описании под видео закинул. Proц Core i5 13450HX 13 поколения, 2,4 ГГц, кэш 20 МБ до 4,6 ГГц. Он разгоняется, в принципе, в тестах видели. 10 ядер, 6 PI и 4E. Потоки мы уже с вами посмотрели. Смотрите, ROG Boost до 1955 МГц при 115 ваттах. И 1905 МГц Boost Clock, плюс 50 МГц Overclocking, 100 Вт, плюс 15 Вт Dynamic Boost. Ну, понятное дело. 16 дюймов 1920 на 1216 на 10, но я вам для обзора сделал, конечно же, 16 на 9. 3 миллисекунды, час отклика, поддержка G-Sync и поддержка Dolby Vision HDR. Да ладно. Памяти, кстати, можно впихнуть до 64 гига, и будет вообще классная тема. Два модуля памяти, два слота под M2 PCI Express, 1 HDMI, 2.1 FRL, кстати, USB 3.2 Gen 2 Type A 3 штуки. Слушайте, мне, конечно, напихали портов. USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort over Type-C, Thunderbolt 4. Кстати, в рогах у меня был 713, там мне не хватало. Там был DisplayPort, но не было Thunderbolt. Вот прям прикольно. До 40 гигабит. Слушайте, ну на самом деле очень интересно. Давайте продолжим наше тестирование. Все-таки хочется чуть-чуть поиграть во что-то. Ну, так как у нас чуть-чуть SSD-шник ограничен, давайте поехали
с чего-то интересного. И тут, конечно, вот киберпанк. Начнем с тестов Ray Tracing Low, с DLSS Super Resolution, с пресетом трансформер моделей и, в принципе, на автомате. Вот все оставим как есть. То, что он нам рекомендует на высоких и ультра пресетах самих вот настроек, да, но Ray Tracing у нас будет low. Давайте стартанем бенчмарк и посмотрим, сколько FPS мы получим. Подождите, 50-50. 60, 70, 74, 73. Да что за мед-то такой, а? То есть на 50-50, на ноутбучной, на 16 гигах оперативной памяти можно полноценно играть в киберпанк на Full HD+, с рейтрейсингом каким-никаким, но при этом на хороших, ультра и высоких настройках разных пресетов можно играть в киберпанк 2077. До 90, я вообще в шоке. Память занята 14 гигов из 16, это в принципе нормально. Нормальный вариант, нормальный. Смотрите, проц до 4,4 ГГц, 4,419 МГц разгоняется. Ну нормально, 81 FPS, 68 минимальный, максимальный 98. Я считаю, что этот пресет, он вообще как бы идеален для игровых, вот, для игр в киберпанк. То есть, если мы сейчас поставим без рейтрейсинга, мы, конечно, получим до 100 FPS в каких-то средних настройках, либо высоких, там можно там, 60-70, ну вот, в принципе, нормальные средневзвешенные настройки. Ну, конечно же, Stalker 2. Идем, смотрим по графике. Конечно, мы сначала поставили на низко, сейчас поставим на высокие настройки, да, на 50-50 замахнемся на высокие настроечки 1920 на 1080, ну, конечно же, и посмотрим, что у нас тут будет. Так, высокие настройки, создание кадров DLSS на автомате, дисплейчик у нас, смотрим 1920 на 1080, ну, я поставил не на 1200, чтобы не было у вас черного экрана. Давайте частоту больше поставим. Так, Stalker 100 FPS. Вот под 100 FPS в максимуме 80, 87, 90, 87. Да ладно. На 2 полтинника, на 2 по 50 играть в Stalker на высоких. Правда, с DLSS, конечно. Ну, сейчас попробуем загрузить что-нибудь более светлое. Ну-ка, смотрим. Более светлое время суток. Те же самые 110, 111. Подождите. Настройки, графика, высоко. 110-111 FPS. Это прям очень красиво работает. Ну, понятное дело, что 5-я серия RTX плюс DLSS, и прям очень-очень красиво все это дело заработало. Отлично. Я не знаю, вот это маковое поле, оно действительно очень красивое, очень много мелких деталей. 93 в минимальной просадке. Листочки эти летающие, 100. Очень достойно. Очень прям достойно. Мне очень понравилось. 84 в просадке. Видите, когда мы идем уже в сами листочки. 83, 84. Потом выходим до 106. Вопросов как бы нет. Конечно же, без PUBG я никуда, потому что PUBG я заядлый. Ну, по моему шмоту, наверное, видно, да? Чуть-чуть люблю попобговать. Что могу сказать? Ну, извините, в режиме тренировки буду показывать, потому что я уже столько набегал в рейтинговых матчах на тестах, что у меня уже там прям проблема с рейтингом началась, да, там где-то вышел, зашел, перезашел и пошло-поехало. То есть, я вам скажу, 165, непривычно для меня мышка, 160 FPS это очень-очень хороший результат. А знаете почему? Я вам сейчас объясню. Смотрите, это конкретно на самых высоких настройках на DirectX 11 Enhanced. То есть это вот прям самые топ настроечки, да, там, которые можно было придумать. Он полетел отсюда. Поэтому я вам скажу, захотели вы ноутбук. Некоторые умудряются брать неигровые ноутбуки. Чем отличается игровой ноутбук от неигрового?
архитектурой своей. Здесь многоуровневое охлаждение, то есть если вы на простом ноутбуке даже с нормальной видеокартой начнете играть в очень долгие игры, да, там какие-то, то, конечно же, будут определенные проблемы с перегревом. Это однозначно, это как пить дать. Если вы берете конкретно игровую серию, вот, как говорят, что значит игровой ноутбук? Это значит, у него есть определенные признаки, да, определенные порты, определенный экран с определенной герцовкой. Если здесь у нас 165 Гц с поддержкой G-Sync и всего остального с Dolby Vision, то на этом и играть-то приятно. Конечно же, если вы там взяли простой ноутбук, у вас там яркость экрана 250 нит, да, вы поставили его и на тебе. Смотрим на FPS. Я специально тут бегаю, стреляю. Вы поставили яркость на максимум, что-то там из него пытаетесь выжать. Экранчик слабенький 60 Гц, максимум 120, если там повезет. Какой-то более дорогой, хотя на 120 это уже там идут более игровые какие-то версии. Там Asus TUF, Asus ROG и, конечно, уже там какие-то топовые решения на Asus Strix, да, там на Asus ROG Strix. Данное решение является бюджетным для игровых ноутбуков. То есть, если ты хочешь войти конкретно в серию ROG Strix, конкретно, это не говорю про Скары, конкретно ROG Strix, то вот это вот самый-самый минимум, который можно было бы, допустим, брать. Core i5, 13 поколение, плюс 50-50, чуть-чуть добавил памяти, добавил второй SSD-шник NVMe, и в принципе уже красивенько, да, там можно как-то играть. Мне нравится. Мне нравится, как работает. 130 минимальная, которые просадки были, да, там, Промахнулся, Кокела, промахнулся. Ну, давайте еще постреляем. Непривычное для меня ружье, не очень его люблю, некрасиво. Хотя и патрон не такой дальнобойный, да, там, и прицеливаться трудно. Хотя не, смотрите. Попал только не в голову, да. Пошло 99. Красиво. Слушайте, ну и с PUBG тоже очень даже приятно все это дело выглядит. При том, что я же говорю, тут даже накручивать нечего. Я понимаю, что ты себе поставил там 2К, подключил бы монитор 2К или рекордер 2К и начал на 2К мониторе или рекордере играть, то здесь был бы FPS там, 60-70-80 максимум, там, да, чтобы мы выжили на максимальных ультра настройках. Здесь мы имеем комфортный Full HD+, даже не Full HD, Full HD+ гейминг на ультра настройках. Doom Dark Ages. Что мы имеем по... Так, это у нас автобегает. Давайте по настроечкам. Full screen, refresh rate 165, без вертикального синка. Давайте по видео хроматической аберрации. VRS, ну это ладно, там такое сбалансировано. Что у нас там? Motion blur on, high, motion blur качество low, fast tracing. Блин, ну я не знаю, рейтрейсинг сюда ставить, это будет, конечно, жесть какая-то. Ну и смотрите, декали у нас, давайте поставим какой-нибудь медиум у нас настройки. Эплайнем это все. И сейчас даже в меню 26-27 FPS, жесть какая. Не-не-не, то я что-то, короче, немножечко подпрогнал. Надо выключать рейтрейсинг, короче, я что-то... Немножечко это. Давайте без рейтрейсинга. Doom Dark Ages на рейтрейсинге это жесть, конечно. Давайте продолжим. У меня тут есть чуть-чуть. Я для тестов проходил. И посмотрим, что у нас получится. Та-дам! 78-80 FPS. В принципе, чего и стоило ожидать. То есть остального, другого ничего я тут как бы не ждал. Куда я залетел? Ох ты, кто там такой, а? Прям настойчивый. Не-не-не-не-не, тут пушка. Я понял. Да пошла ты пушка. Так, где тут кто? Тут 75, 74. Сейчас повалит куча монстров. И будет все понятно. 79-80 FPS. Ага, тут пацаны у нас, все понятно. Слушайте, ну, в любом случае, это минимум, который я получил, 80 FPS. Я рестартанул на чекпоинт, решил, здравствуйте, вы кто?
Здравствуйте. Все, в общем-то, давайте пройдем, прорезюмируем. Для меня было обзорно интересно, что за ноутбук. Для меня было интересно, что я получу за такие деньги и в такой конфигурации. В принципе, я остался доволен. Все, переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, ноутбук просто-напросто нереально прикольный. Что мне сказать? За его цену они собрали какой-то вот базовый ROG для всех игр, практически всех, потому что он потянет все игры в Full HD, либо в высоких, либо в средневысоких, либо на ультрах даже. Ну, в PUBG я играю на ультрах, да. В Киберпанке можно поиграть на высоких настройках, но рейтрейсинг low, да, либо на высоких настройках спокойно в Stalker 2. Играй не хочу. Вы помните, когда он вышел, какие требования были, да? А сейчас, пожалуйста, 50-50. Да, во все что угодно вы можете спокойно играть на таком ноутбуке. Мы его рекомендуем за его цену, так уж прям в ROG Strix, вот в ROG, давайте так, в ROG Strix серию окунуться, это прям вот уже такой вот базовый уровень входа. Мои рекомендации есть. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.